Синхронное раздражение и жесткий ответ. Почему Армения ломает старые правила игры? Практически одновременные заявления директора 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаила Калугина и старшего советника верховного лидера Ирана Али Акбара Вилаяти, направленные против проекта транзитного маршрута через Армению, маршрута Трампа или ТРИП, стали показательными не столько с точки зрения содержания, сколько по своей синхронности. Речь идет не о частных оценках, а о реакции двух государств, которые привыкли рассматривать Южный Кавказ как пространство согласованных или, по крайней мере, не конфликтующих между собой интересов. Подобная нервозность обычно возникает в тот момент, когда инициатива, долго воспринимавшаяся как декларативная или существующая лишь на бумаге, начинает приобретать реальные очертания. В этот момент у внешних игроков остается лишь два варианта: попытаться встроиться в проект на собственных условиях, либо перейти к тактике сдерживания через публичную критику, дипломатическое давление и напоминание о старых рычагах влияния. Именно в этой точке многое становится понятным. Почти одновременно с критикой ТРИП прозвучали заявления главы иранского МИД Аббаса Аракчи о том, что Иран сотрудничает с Россией во всех сферах. На встрече с председателем Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким он подчеркнул всесторонний характер российско-иранских отношений, напомнив об укреплении межпарламентских связей двух стран. Более того, в преддверии визита в Москву Аракчи в статье для газеты «Коммерсант» отдельно отметил, что отношения Москвы и Тегерана формировались не на основе сиюминутных соображений, а исходя из исторических, геополитических связей и неприходящих интересов. На этом фоне синхронная критика армяно-американского проекта перестает выглядеть случайной. Она вписывается в логику сближения Москвы и Тегерана, для которых усиление третьего внешнего игрока в Армении автоматически воспринимается как вызов их сложившемуся балансу влияния. Иранская реакция при этом остается противоречивой. С одной стороны, жесткие оценки со стороны отдельных представителей истеблишмента. С другой, ранее озвученная позиция МИД Ирана, согласно которой сам маршрут не рассматривается как угроза и может даже нести экономические выгоды. Армения, как подчеркивают в Ереване, ориентируется именно на официальную линию иранской дипломатии и исходит из совпадения жизненно важных интересов двух стран. Российская линия выглядит более прямолинейной. Риторика о зонах ответственности, концессиях, пограничном присутствии и невозможности реализации крупных инфраструктурных проектов без участия России отражает инерцию прежнего подхода, в рамках которого Южный Кавказ рассматривался как пространство преимущественного влияния. Однако сегодня подобные заявления все чаще воспринимаются не как аргументы, а как форма давления. И именно это меняет характер реакции со стороны Армении. Ответ Еревана оказался предельно ясным и, по сути, жестким. Армянские официальные лица последовательно подчеркивают: ТРИП – это двусторонний проект между Республикой Армения и Соединенными Штатами. Возможное участие третьих сторон может обсуждаться лишь позднее и исключительно по взаимному согласию. Проект реализуется в рамках суверенитета и территориальной целостности Армении на принципах равенства и взаимной выгоды, без особых ролей и навязанных условий. Для Армении это не просто инфраструктурный проект и не дипломатический жест. Речь идет о праве самостоятельно определять логику собственного развития после десятилетий решений, принимавшихся за ее пределами. В этом смысле ТРИП становится символом выхода из модели, в которой интересы Армении трактовались как производные от интересов других государств. Особенно важно подчеркнуть, что новая железная дорога на юге Армении, включенная в проект ТРИП, не перейдет под контроль российской Южно-Кавказской железной дороги. 43-километровый участок, который планируется построить в рамках маршрута, будет принадлежать компании ТРИП, создаваемой специально под реализацию проекта. Все действующие железнодорожные пути в стране управляются ЮКЖД, но новая линия будет полностью под юрисдикцией Армении, что еще раз подчеркивает суверенный характер инициативы. Этот подход отражает более широкий стратегический сдвиг. Южный Кавказ входит в фазу передела влияний. Охлаждение отношений между Россией и Турцией, осторожный прагматизм Грузии,
усложняющееся положение Азербайджана на фоне иранского трека и возможной новой эскалации между Ираном и Израилем. В этих условиях старые схемы контроля и договоренностей перестают работать. Армения на этом фоне сознательно делает ставку на дистанцирование от надвигающихся конфликтов и концентрацию на собственной устойчивости. Это не идеологический разворот и не резкий геополитический выбор, а прагматичная попытка снизить уязвимость и расширить пространство для маневра. Именно поэтому развитие американских экономических и инфраструктурных интересов в Армении во многом совпадает с общественными ожиданиями внутри страны. Параллельно усиливается и европейское направление. Политическое согласие всех 27 государств ЕС на предоставление нового пакета помощи в рамках Европейского фонда мира, включая меры по противодействию гибридным угрозам в преддверии выборов 2026 года, стало еще одним сигналом. Армения больше не намерена оставаться в пассивной позиции. Реакция пророссийских сил внутри страны лишь подчеркивает глубину происходящих изменений. Те, кто годами отрицал внешнее давление, теперь говорят о факте внешнего управления. Попытки увязать инвестиционный климат с уголовными делами, заявления о тревожных сигналах для бизнеса, напоминания о военном и пограничном присутствии – все это элементы одной линии. Однако и здесь позиция Еревана остается неизменной. Правосудие не подменяется политикой, концессия не равна собственности, а любое иностранное присутствие не является вечным по определению. В совокупности происходящее указывает на качественный перелом. Армения выходит из логики односторонней зависимости и демонстрирует готовность спокойно, но жестко обозначать границы допустимого, как в диалоге с Россией, так и во взаимодействии с Ираном. Без резких жестов и громких заявлений, но с четким пониманием собственных интересов и стремительно меняющейся региональной реальности. Синхронная нервная реакция Москвы и Тегерана в этом контексте выглядит уже не как защита конкретных проектов или маршрутов, а как попытка сохранить привычную модель влияния, в которой у Армении отводилась роль объекта, а не субъекта политики. Однако сама логика процессов на Южном Кавказе указывает на то, что эта модель стремительно устаревает. Армения все чаще дает понять, решения, затрагивающие ее территорию, безопасность и будущее развитие, будут приниматься в Ереване, а не в Москве, Тегеране или где-либо еще. И именно этот сдвиг вызывает раздражение сильнее любых конкретных договоренностей или инициатив. Вопрос лишь в одном: готовы ли Россия и Иран принять новую реальность, в которой Армения перестает быть удобным буфером и становится самостоятельным игроком? Или же давление будет лишь нарастать, ускоряя те процессы, которые они сами стремятся остановить? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.